Мир вам, дорогие братья и сестры, все, кто пришли сегодня в это вечернее время, на это место поклонения, мы приветствуем всех вас миром и любовью Господа Иисуса Христа, который позволил нам сегодня, в этот вечер, собраться на начало этой духовной конференции, которая будет здесь проходить. И пред началом во славу Божию мы будем петь Псалом 111 номер. «Христос Спаситель, к нам приди». Во славу Божию споем. Пение является таким же служением, как и молитва. И вот в нашем пении мы приглашали Христа, чтобы Он был среди нас. И Христос сказал, в Евангелии написано: «Без Меня не можете делать ничего». И потому сейчас мы в смирении сердец наших склоним колени по возможности и попросим отцовского благословения на это вечернее служение. Наш дорогой Отец Небесный, Бог Всемогущий, пред святым величием Твоим склоняясь на этом месте поклонения, мы возносим Тебе славу, честь и благодарность, ибо Ты достойный принять от творения Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня собраться на этом месте, в начале этой духовной конференции, которая будет происходить здесь. Мы хотим, Господи, чтобы имя Твое здесь было прославлено. И мы просим Тебя, Отче, снизойди Святым Духом Твоим и благослови Ты нас всех собравшихся на этом месте. Благослови, Господи, Твое святое Слово, которое здесь будет проповедоваться. Благослови уста брата, который будет передавать Твое святое Слово. Также благослови сестру, которая будет его озвучить на понятном нам языке. Отец Небесный, благослови Ты каждое сердце, которое здесь присутствует, чтобы Слово Твое, как доброе семя истины, могло закорениться в нашем сознании, в нашей памяти, чтобы, Господи, оно могло прорасти и принести добрый плод для славы Твоей и для нашего личного спасения. Прошу Тебя, Отче праведный, прости Ты нас каждого в отдельности, ибо мы прах и пепел пред Тобою, но мы хотим, чтобы Ты излил свое отцовское благословение и в этот вечер. На Тебя, Боже, вся наша надежда. За все будь возвеличен и прославлен наш любящий Отец, Сын и Дух Святой во веки веков. Аминь. Аминь. Пожалуйста, занимайте места. Бог благословил нас сегодня, и мы имеем эту прекрасную возможность опять быть вместе. Имеем прекрасную возможность открывать Слово Божие, и мы будем читать, размышлять над теми истинами, которые Бог желает сегодня передать через брата. Но прежде еще будет воздана слава Богу в хоровом пении, когда будет звучать псалом «Весть ангелов». Та добрая весть, которая сегодня предлагается нам, она сегодня посылается, чтобы мы ее могли принять. И я хочу, пока хористы будут выходить, хочу читать из
Псалма 121 Давид говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Говорит: «Вот стоят ноги наши во вратах Твоих, Иерусалим, Иерусалим устроенный, как город, слитый в одно, куда восходят колено Господни, по закону Израилеву славить имя Господне». Я думаю, наша сегодня первая задача – это прославить Бога. Я приглашаю хор к пению, пожалуйста. Это чудесная мысль, чудесная тема. Христос и благодать, она вселяет надежду. И когда мы говорим и о благодати Христа, мы раскрываем и другую сторону ответственности, которая лежит на каждом из нас. И тема, общая тема, которая будет рассматриваться здесь, в духовной части конференции, это весть первого ангела: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И
И вот непосредственно тема, которую брат сегодня будет передавать, и ведущий стих, он записан в Евангелии от Луки, 23 глава, 25 стих. «И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которую они просили, а Иисуса предал в их волю». Это размышление, которое будет брат передавать о суде, который однажды был совершен над нашим Христом. И тот человек, который имел право судить, и который сказал, говорит: «Не знаешь ли, что я имею право осудить тебя, я имею право отпустить тебя?» Вы знаете, он не знал, что он говорит. Ибо, вынося приговор другому, он выносил себе приговор. И потому этот несправедливый суд, который был совершен однажды над Христом, он, я думаю, это является евангельской вестью. Она затронет каждое сердце. Brothers and sisters, Добрый вечер, братья и сестры, young people, friends and visitors. молодежь, друзья и посетители. It is right before sunset. Время как раз перед заходом. What a Sabbath was that Sabbath when Jesus was on the cross before sunset. Что это была за суббота, когда Иисус был на кресте перед заходом? People were traveling in and out. The Pharisees, the leaders of Israel were preoccupied. Люди заходили, выходили, фарисеи все были заняты чем-то. Their own concern was Jesus should not be on the cross in the Sabbath day. Единственное, о чем они беспокоились, это о том, чтобы Иисус не был на кресте в субботний день. Tonight I would like to share with you a story. Сегодня я хотел бы поделиться с вами историей. A story of the greatest tribunal that was ever conceived in the history of humanity. Это история самого великого суда или трибунала, который когда-либо был совершен в истории человечества. It was called Sanhedrin. Называлось это Синедрион. This Sanhedrin was designed by God, by Jesus. Этот Синедрион, он был создан Иисусом. And this was, I have three perspectives. И он был создан с тремя целями. By concept, Это по понятию, по цели and by nature. и по характеру. What was the very reason of this great tribunal, Sanhedrin? Какова же была эта великая причина, для чего был создан этот Синедрион? Jesus created Sanhedrin by concept, meaning to save the world from sin, not in sin. Иисус создал этот Синедрион по понятию для чего? Для того, чтобы спасти мир от греха, а не в грехе. Exodus chapter 34 verse 7 says, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression in sin, and that what will be by no means clear the guilty. Исход 34:7 написано: «Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания». So Sanhedrin was conceived by Jesus. Итак, Синедрион был задуман Иисусом. To be a judgment hall. Это должен был быть судейский зал, Where mercy где милость and justice и справедливость will blend.
объединяться for the salvation of the accused. ради спасения обвиняемого. By intent, Цель, meaning everything that he does is because he loves us. он значил, что все, что он делает, это из любви к нам. This 70 people tribunal, Эти 70 человек в этом трибунале, they should act based on one reason: они должны были действовать на основании одной причины love. – любовь. And John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life." «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». So what was the intent of this tribunal? Итак, какова была цель этого трибунала? Salvation, salvation. Спасение, Salvation. спасение, спасение. By nature, this tribunal, По характеру этот трибунал meaning having the character of Christ, означал, что они должны иметь характер Христа by conversion judging objectively. и при обращении судить объективно. So this tribunal, Sanhedrin, should judge objectively. Итак, этот Синедрион, этот суд должен был судить объективно. What was the Revelation 3:21 says? Что написано в Откровении 3:21? To him that overcometh, I will grant him to sit with me in my throne. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». It was somewhere in the Old Testament Где-то в Ветхом Завете, where Moses was trying to judge everybody in Israel. когда Моисей пытался судить всех в Израиле. And he was tired. И он устал. And then Jethro, his father-in-law, И тогда Иофор, его тесть, says, "Hey, you get tired. Choose some man." говорит ему: «Послушай, ты сильно устаешь, выбери каких-то людей». It was under the influence of Jesus Christ Это было сделано под влиянием Иисуса Христа. that Moses chose 70 people. Именно под его влиянием Моисей выбрал 70 человек. And that had to become Sanhedrin. И это впоследствии и должно было стать Синедрионом. Over the thousands of years, Спустя тысячелетия this tribunal этот трибунал had to judge должен был судить. the very author of this tribunal. Судить самого автора этого трибунала. When they finished with him, Когда они окончили с ним, Pilate Пилат made a statement. говорит: Take him «Возьмите его and crucify him, и распните, for I find no fault in him." ибо я не нахожу в нем вины». The Roman law Римский закон, did clear Jesus. он оправдал Иисуса. No transgression. Не было преступления. Romans say that Jesus is innocent. Римляне сказали, что Иисус невиновен. But they changed. Но они изменились. The Jewish people, Иудеи изменили. the men of religion, Люди религии, they said something else. они сказали что-то In еще. John chapter 5 verse 43, Jesus says, "I came in my Father's name, and ye received me not. If another shall come on his name, him ye will receive." В Евангелии от Иоанна 5:43 написано: «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». The first form of Antichrist Первая форма антихриста was Barabbas, это Barabbas, был Варрава, which means, by translation, the son of the son of the Father. что в переводе означает сын отца. Barabbas. Варрава. He claimed to be Jesus. Он претендовал на то, что является Иисусом. He claimed to be the Savior. Он претендовал на то, что является And Спасителем. Jesus says, И Иисус говорит: "I come from the Father, «Я пришел от Отца, and you don't receive me. и вы не принимаете меня. But if another will come, Но если иной придет, ye shall receive him." его примите». Created of Jesus himself, Sanhedrin. Созданный самим Иисусом, The purpose Синедрион. of Sanhedrin was to save human lives. Цель Синедриона была спасать человеческую жизнь.
formed by 70 of the most refined theologians, lawyers, scribes, and scientists of Israel. Он состоял из 70 наиболее благородных теологов, законников, книжников и ученых Израиля. 70 people, Sanhedrin, 70 человек, was the Синедрион. most superior tribunal of all times. Это был самый возвышенный трибунал из всех времен. In this tribunal, my friends, В этом трибунале, мои there друзья, was no prosecutor, не было прокурора neither defense attorney. и не было адвоката защиты. You know why? А знаете почему? Because the judge, Потому что судья Caiaphas, the Каиафа, high priest, which первосвященник, was the very judge который был самим судьей, in charge with the case of the guilty, ответственный за дело виновного, is supposed to defend the victim, он должен был защищать жертву, to defend Jesus Christ. защищать Иисуса Христа. So when I'm going to accuse Jesus before 70 most intelligent people, Итак, если я собираюсь обвинять Иисуса перед 70 умными, разумными людьми in the Old Testament, в Ветхом Завете, I will come to accuse Jesus я прихожу обвинять Иисуса against 70 people против этих 70 человек, that are ready to defend him, которые готовы защищать его. and in front with the chairman, which is the Caiaphas. И перед председателем, это Каиафа. Would you accuse your brother Будете ли вы обвинять своего брата or your sister или сестру, or your friend или друга, if you know that you are going in a tribunal если знаете, что вы должны пойти для этого на суд, and you will face 70 people и вы там столкнетесь с 70 людьми, and they are looking to you? и они будут смотреть на вас? What do you want? Чего ты хочешь? I came to he's my brother. И я пришел принести обвинение против моего брата. Do you have proofs? А имеешь ли ты доказательства? Yes. Да. 70 people 70 человек will listen to your petition. будут слушать ваши слова. And after that, И после этого 3 scribes 3 книжника will be there. будут там. If you bring your evidences, Если вы представляете свои if доказательства, you really come with facts, если вы действительно представляете факты, 70 people will vote. 70 человек будут голосовать. And 3 people will count the votes. И 3 человека будут подсчитывать голоса. One person 1 человек will count the votes that accuse you. будут подсчитывать те голоса, которые за обвинение. One will count the votes that defend you. Один будет считать те голоса, которые в защиту вас. And one will count the votes that are neutral. И один подсчитывает голоса нейтральные. Oh, no. The third one will count the total of votes. Третий подсчитывает общие голоса. Why? Почему? 3 people will count. 3 человека будут Because подсчитывать. for Sanhedrin, Потому что для Синедриона the value of a human life, ценность человеческой жизни it was incommensurably equal with the value of the Son of God, Jesus Christ. His она sacrifice. была чрезвычайно великой, так же, как и жизнь Иисуса Христа. This is Jesus. Это Иисус. He is the author of this Sanhedrin. Он является автором этого Синедриона. What a beautiful design. Какой прекрасный план. What happened with Sanhedrin in the time of Jesus? И что произошло с Синедрионом во времена A Иисуса? noble tribunal Благородный трибунал with noble laws, с благородными законами with corrupted judges. и развращенными судьями. Apostle Paul